Всем привет, с вами Виктория Аню. В этом видео не будет много маникюра, много наращивания, потому что мне хочется поговорить, как бы рассказать, почему в последнее время я делаю себе наращивание именно гелевыми типсами, почему именно слайм-гелем. Будет еще таких два простых стемпинг-дизайна, причем один из дизайнов будет при помощи силиконовых форм. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Итак, под одним из моих видео меня попросили снять ролик, как потом сделать коррекцию наращивания с гелевыми типсами. Все дело в том, что я коррекцию как таковую не делаю, потому что перед новым наращиванием я полностью снимаю старый материал с ногтевой пластины. Первая причина заключается в том, что даже небольшое количество старого материала в итоге может привести к тому, что устанавливать типсы мне придется на размер больше. А это не есть хорошо, потому что и ногти уже смотрятся, так вот, грубовато, скажем так. И вот это вот все потом обратно довести до хорошего результата займет у меня больше времени. Вторая причина – это то, что я умудряюсь перенашивать наращивание намного дольше, чем это положено. Соответственно, нарощенная часть, она как бы очень сильно отрастает, и хочешь не хочешь, а, вот эти нарощенные ногти, они так вот начинают уже поклевывать. И для меня делать коррекцию, поднимать вот эти клюющие ноготки намного время затратнее, нежели полностью взять, снять материал и заново нарастить новыми типсами. Мои натуральные ноготки далеки до идеала. Мало того, что они стремительно растут вниз, особенно указательный пальчик, так еще и на некоторых ногтях просматривается форма трапеции. Когда я смотрела видео на YouTube, там девочки брали гелевые типсы, буквально капельку жидкой базы и плотно прикладывали к ноготку. Я понимала, что, скорее всего, мне этот способ абсолютно никак не подойдет, так как для того, чтобы мои нарощенные ноготки более или менее смотрелись прилично, скажу так, мне нужно, чтобы между свободным краем и типсой было расстояние, то есть не пустота, конечно же, но вот какой-то материал там должен был быть, и явно не жидкая база. Ну, во всяком случае, я так для себя на тот момент считала. То есть в моем случае, если я буду плотно прижимать типс к ногтевой пластине, то в итоге я получу нарощенные, но клюющие очень сильно ногти. Ну, как говорится, легких путей мы не ищем. На тот момент я еще подумала, а может быть на полигель, да, и вот это вот пространство заполнится именно полигелем. Но, как оказалось, гелевые типсы плохо держатся именно на полигеле. Конечно же, я понимаю, что можно делать наращивание при помощи гелевых типс и жидкой базы на клюющие ноготки. Потом просто после установки типса в этот воздушный карман еще добавить несколько капель жидкой базы, типа, и все нормально. Да, конечно же, все это можно сделать, но, наверное, я просто лентяй в этом плане, и вот так заморачиваться мне не особо хочется. К тому же нейл-индустрия не стоит на месте, и на рынке появляются все новые и новые материалы. Вот так вот ко мне абсолютно случайно, тоже по какому-то ролику, видеоролику, я для себя открыла слайм-гель. Когда только появился этот товар на рынке, в принципе, даже и сейчас очень противоречивые отзывы на него. Тем не менее, нам, девочкам, всегда интересно попробовать что-то новое. Конечно же, я такой возможности для себя тоже не упустила. На моем канале есть видео, где я первый раз наращивала себе ногти при помощи гелевых типс и гель-слайма. И вот действительно это было настолько быстро и легко и просто, что я была очень-очень приятно удивлена.
Многим девочкам не понравилось то, как спиливается слайм-гель. Да, согласна, спиливается он не так, как гель для наращивания, но тем не менее спилить его полностью, ну, конечно же, при определенных навыках абсолютно не составляет никаких проблем. В следующем видео я уделю побольше внимания именно снятию, да, вот слайм-геля, именно спиливанию и размачиванию. Кстати, размачивается при помощи ацетоновой жидкости слайм-гель очень быстро и легко. Третья причина, по которой я не делаю коррекцию, это то, что слайм-гель пилится как что-то такое вот каучуковое, резиновое и спиливается пластами. Сделать ну, вот такую вот ровную поверхность даже при помощи пилочки довольно проблематично. Ну, скажем так, по времени это опять-таки будет затратно, нежели полностью спилить его просто весь и все, и оставить голый ноготок. И из-за того, что слайм-гель пилится не так, как уже привычный гель для наращивания, высока вероятность при спиливании сделать какой-то там пропил фрезой. Тем не менее, как мне кажется, можно постараться привыкнуть к этому материалу, хотя бы только за то, что вот с ним очень легко, быстро, удобно устанавливать гелевые типсы. То есть вы установили, и никуда вы не торопитесь, ничего не прихватываетесь, то есть он никуда не течет, не убегает. Ну вот лично для меня это очень комфортный в работе материал именно при наращивании на гелевые типсы. К тому же напомню, что ноготки у меня свои родные, клюющие. Итак, почему же сама себе в последнее время я делаю наращивание только на гелевые типсы? И тут ответ абсолютно банальный, потому что для меня на сегодняшний день это самый скоростной вариант. Раньше я делала сама себе наращивание при помощи верхних форм, и у меня только на наращивание могло уйти вот на 2 руки 6 часов, вот до 6 часов у меня уходило. При этом, знаете, вот когда уже пришло время делать дизайн, я такая, не, ну все, хватит, и то есть дизайн я откладывала на следующий день. Сейчас процесс маникюра, процесс создания дизайна, на это у меня уходит намного больше времени, нежели сделать наращивание при помощи гелевых типс и слайм-геля. Я ни в коем случае не хочу вводить никого в заблуждение, типа купите гелевые типсы, гель-слайм и будет вам счастье. Ни в коем случае. Конечно же, мне в работе помогает определенный багаж знаний. На мой взгляд, стоит попробовать этот способ, этот метод, и затем уже каждый сам для себя решит, подходит он ему, нравится он ему или нет. Лично для меня на сегодняшний день это самый быстрый, простой способ. При этом этот способ не занимает много времени. Я вот наращиваю 2 руки, правую, левую, и у меня остается еще сил и время и желание делать себе дизайн. Кстати, о дизайнах на правой руке, как всегда, ничего сложного. Отпечатываю там что-то в виде морозных узоров и перекрываю топом. В этот раз я решила проверить топ «Сахар» от ASR Studio. Он заявлен соев-фильтрами и он, опять-таки, по заявлению производителя, не желтит на светлых оттенках. Как по мне, он желтит. Вот, пожалуйста, 4 ноготка уже перекрыты этим топом, а большой пальчик не перекрыт. На нем только стемпинг белым лаком для стемпинга. И вот, как вы сами можете видеть, ну, я не знаю, видите ли вы, но вот лично я очень сильно ощутила разницу между перекрытыми ноготками и не перекрытым ноготком. Единственное, могу отметить то, что глянец у топа действительно хороший, но опять-таки останется он таким же хорошим, там, скажем, через месяц, время покажет. На левой руке дизайн будет более замороченный, и мне тут нужна белая подложка. Пигментированным белым гель-лаком, собственно, я ее делаю. Можно было бы, конечно, и такой вот кисточкой, да, во флаконе
сделать выкладку материала, но мне не нужен был какой-то толстый слой, поэтому я решила вот именно размазать, размазать гель по ноготку, потому что какое-то ровное вот прям покрытие, да, там без проплешин в данном случае мне не нужно. С пластины для стемпинга с серым лаком для стемпинга от компании Dance Legend я отпечатываю такие жилки листовой пластины. Сейчас, возможно, кто-то спросит, почему серым цветом, а не взять сразу коричневый. Дело в том, что поверх рисунка я буду наносить зеленый и желтый гель-лак. В итоге я получу коричневый цвет. А если я бы, например, изначально отпечатала коричневым цветом, то при нанесении поверх зеленого и желтого гель-лака вот этих жилок было бы очень плохо видно. Для того, чтобы раскрасить рисунок, много гель-лака не нужно, буквально там вот по капельке. Нам нужно цвет гель-лака растянуть по поверхности тонким слоем. Перекрываю дизайн топом бархат из серии «Сахар», также от компании ISR Studio. Этот топ выше всяких похвал, на мой взгляд, один из лучших топов. Ну вот именно таким с бархатным эффектом. Данный топ я уже тестировала неоднократно, и он замечательно просто прошел все испытания. После полимеризации топа бархат на поверхности образуется такой дисперсионный слой, но после его снятия ноготок абсолютно матовый, и матовым он держится больше месяца, это точно. 10 февраля по восточному календарю начинается год зеленого дракона. Я взяла вот силиконовую форму и собираюсь, собственно, этого дракона сделать. Ну, не зеленым буду делать, а золотым. На силиконовом коврике я смешала золотой гель-лак и глянцевый обычный топ. Брала как можно пожиже. Почему? Потому что вот эта вот сама силиконовая форма, она немножко, знаете, такая специфическая. Она, ну, то есть сама форма, которая получится в итоге, она будет не плоской, то есть ее будет легче установить уже на ноготок. Заполнить форму гелем, собственно, несложно. Единственное, в какой-то момент теряешься, а тут нужен гель или вот я куда-то где-то там зашла за пределы вот этого контура. Вот эти вот моменты немножко непонятны. Поэтому после того, как мы, ну, скажем так, грубо распределили гель в форме, нам нужно вот этот вот силиконовый молд его растянуть в разные стороны для того, чтобы гель уселся именно там, где нужно. Именно поэтому я брала более такую жидкую базу, чтобы она хорошо растекалась туда именно куда нужно. После полимеризации геля я также немного сгибаю вот эту вот силиконовую форму и уже, скажем так, дракончик готов. Устанавливать дракона на ноготок я буду при помощи очень густого, вязкого моделирующего геля. Кстати, посмотрим, как в итоге этот дракончик у меня продержится. Промазываю кисточкой всю детальку и прикладываю к ноготку. Сам дракончик, в принципе, получился довольно гибким, но никак сгибать, сжимать его мне там не пришлось. Он и так абсолютно спокойно, нормально улегся на моем нарощенном ноготке. После полимеризации по периметру я также прошлась кисточкой для того, чтобы убрать вот этот глянец, который где-нигде там появился. Ну и, собственно, вот такие ноготки у меня в итоге получились. На тот момент мне и самой было интересно, долго ли этот дракончик будет меня радовать, но на самом деле на момент озвучивания мы с дракончиком проходили банные процедуры, за волосы он не цеплялся, пока что вроде бы все хорошо. Ну а
то, как он и сколько он продержится, мы с вами узнаем в следующем видео. Как я ранее сказала, в следующем видео я уделю больше внимания именно снятию такого наращивания. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!